Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, что я получила с сайта AliExpress. Много интересного, что я покупаю в первый раз. Вот такая застежка ко мне приехала под бронзу. Это застежка для одежды. Можно пришить с двух сторон на пальто, на кардиган, что-нибудь осенне-весеннее вместо пуговиц. И застегивать можно одной застежкой. Но я, конечно же, буду использовать это в украшениях. Мне очень понравились детальки. Они плотные, хороший металл. И посмотрите, какие петельки сзади. Расположены вот так две. И здесь одна. Эту петельку можно зажать. Будет как петля. И посмотрите, они расположены одинаково. Петли. Можно поставить на мемори проволоку. Сразу петельку эту. Здесь бейлик можно присоединить и подвесить впереди. Бусинки здесь ставить между листиками. И потом к этим креплениям мы подсоединяем уже бусинки, какого вам хочется цвета, и делаем гроздья ягодные. Получится ягодное украшение. Я думаю, будет красиво смотреться. Такой вариант тоже возможен. И как коннекторы можно использовать такие детали. Посмотрите, красивые ажурные листики. Даже сзади рисунок есть на листиках. Прожилки такие. Можно и впереди вот так поставить, сделать трехрядное украшение. Здесь можно застежку поставить. Здесь зажать это колечко, конечно, нужно. Можно впереди или сбоку поставить такой коннектор. Как застежка будет, тоже интересно будет. И трехрядное украшение. Да, возможностей много с таким листиком. Придумать можно много интересного. Но у меня есть тоже своя задумка. Не буду раскрывать секреты. Потом покажу вам. И покажу серьги, какие я выбрала. Серьги я их выбрала для разбора. Хочу их применять, эти детальки, в украшениях. Это 3 пары серег, они идут в комплекте. Можно было в магазине выбрать, по-моему, 12 вариантов таких серег разных. И по 3 пары серег идет в комплекте. Посмотрите, медного цвета все серьги будут. И с таким покрытием патинирования. Здесь колечками соединяются все 3 детальки, они подвижные. Вот так выглядят, интересно, да? И вот так они соединяются. Очень красивые, мне понравились. Можно, конечно, и так поносить сережки, а можно разобрать на детальки. Вот такая вот сережечка. Тоже мне понравилась подвеска, очень интересная. Здесь листики. Можно в украшение где-нибудь применить как подвеску. Здесь можно бусинку какую-нибудь под цвет прикрепить на колечко. Или можно даже в кулон пришить, если обшивать бисером. Здесь какой-нибудь камушек пришить красивый. Тоже много вариантов такими подвесками. Нравится мне выдумывать что-нибудь интересное. Вот такие интересные серьги. Треугольные с 2 сторон. Только здесь, посмотрите, какая деталька красивая. Так все аккуратненько прорисовано. Здесь можно колечко убрать и поставить бусинку между треугольниками. И уже серьга будет по-другому смотреться. Например, да, подходит бирюзовый цвет к такому. Тоже будет интересно.
Очень красивые серьги. Понравились мне все варианты. Можно и так поносить. Ну, а потом можно применить в украшение, если понадобится. Вот такой вариант. Здесь уже одна пара серег была. Тоже интересные. Треугольной формы. Здесь треугольники идет камень турквенит. И был такого же красного цвета. И еще камень. Вариант можно выбрать другой. Здесь тоже можно между детальками поставить бусинки. Подобрать именно такие по цвету. Да, можно. И тоже рисунок. Все четко прорисовано. Вот так они сзади смотрятся. Конечно, вариантов много в магазине. Можно выбирать и выбирать. Ну и теперь я покажу фурнитуру, какую я получила в таком же стиле. Медного цвета и с патиной. Вот такие интересные подвесочки. Такой волнообразный вариант. Что меня заинтересовало больше всего, мне нравится, когда расположены петельки вот в таком положении. Сразу можно надеть на мемори проволоку или на тросик. Здесь не нужно крепить бейлы. Здесь бусинку прикрепить посерединке. Я их ждала как раз, эти подвесочки. Наверное, я сделаю с этими подвесками украшения. Как раз у меня бусины есть, что-то подходящее под этот цвет. Красивые, да? Ну и 5 штук идет в комплекте. Размер 30 миллиметров на 28. Очень понравились они мне, красивые. И еще такие же подобные подвесочки, только здесь уже морская тема. Посмотрите, какие красивые, медного цвета. Здесь посмотрите, сколько отверстий. Раз, два, 5 отверстий. Вот по бокам. И здесь крупное отверстие. Можно серьги сделать. Здесь подвесочки прикрепить. Красиво будет. И на браслет можно прикрепить, я думаю. Они не крупные. 25 миллиметров с петелькой. И 21 без петельки. 10 штук в комплекте. Очень красивые тоже. Все это металлическое, прочное. Можно, конечно, соединить между собой несколько таких, так как здесь отверстий много. Здесь колечко, здесь как-то цепочками можно скрепить. Я думаю, интересный кулон придумать. Кто любит такие кулоны, именно собирать через кольца или цепи, можно прикрепить. Здорово, да? Есть вот колечко, и патина здесь засохла, колечко не видно, то есть дырочку не видно. И можно шилом продеть, и все сразу видно. Красивые, да, подвесочки. В морском стиле было еще несколько вариантов. Можно было выбрать. Я еще, конечно, заказала потом, когда эти пришли. И жду в другом варианте. Следующее это бусинки. Вот такие красивые бусинки. Огроменные просто. 10 штук в комплекте. Сейчас я покажу вам аналогичные, только размер другой. Вот я недавно покупала такие в серебре, античном серебру, такое почерненное, очень красиво смотрятся. Мне они понравились очень. Но я решила заказать такие же под золото. Все идентично, только размер. И размер таких бусин 19.
на 16. Вот такие они крупные, но красивые. 2 бусины поставить и сделать такое винтажное украшение. Будет красиво смотреться, я думаю. Понравились мне такие бусины. Форма у них красивая. Например, у меня кулон такой один остался. Очень хорошо подходит по цвету. Что-то я начала собирать, вот, не помню, по-моему, с этим кулоном что-то я делала. И кинулась, но у меня очень мало фурнитуры именно под античное золото. Теперь потихоньку собираю. Если вижу что-то интересное, обязательно покупаю. Но бусины просто шикарные. Но они не дешевые. Вот что. Жаль, что они не дешевые. Я бы еще, наверное, купила бы. И вот такие шапочки. Вот такие красивые шапочки. Вот золото античное. Написано 18 миллиметров здесь. Сама шапочка, я думала, на бусину 18 миллиметров подходит. Но она великоватая для 18 миллиметров бусина у меня. Хотя можно и так оставить. Тоже неплохой вариант. Красиво смотрится, да? Были и в серебре античном такие шапочки. Так я пробовала, у меня не понравилось, потому что здесь нет, чтобы они зацепились друг за друга, чтобы можно было поставить 2 шапочки. Этот вариант не подходит, но можно поставить здесь какую-нибудь бусинку, и будет вот так вот смотреться, будет такая щель, и проглядываться бусинка. Ну, какую-нибудь бусину можно все-таки туда поставить, какая будет в украшении, и тоже неплохо будет смотреться. Элемент такой в украшении тоже неплохо будет выглядеть. 20 штук идет в комплекте. Вот такая красота. Я думаю, можно и с плоскими бусинами их ставить. Ну, конечно, здесь нужна такая крупная бусина впереди, и такие ажурные шапочки, будет очень красиво смотреться. Посмотрите, красота просто. Можно, наверное, и вышивку такую бусинку где-нибудь пришить, так как здесь ажурный край идет такой, как цветочек получается. Да, главное, чтобы были, а куда их применить, всегда мы найдем. Ну, красивые. Красивые, глаз не оторвать. Так, следующее это бейлы. Тоже такого же цвета. Почему я их выбрала, тоже расскажу. Аккуратненькие, красивенькие. Сколько здесь в комплекте? Отверстие 4 миллиметра и так 11 миллиметров. Что мне понравилось в этих бейлах? Здесь петелька, она идет разъемная. Здесь можно прикрепить вот так кулон и зажать потом. В основном петельки закрытые на таких идут бейлах. Здесь очень хорошо, что она разъемная. Спокойно можно подвесить кулон. Не было у меня таких бейлов. И посмотрите, как здорово смотрится уже. И вариантов было очень много бейлов в этом магазине разных. И треугольные, как мы всегда покупаем. Но этот вариант мне понравился больше всего. И с этой стороны, как видите, бейл раскрытый. Здесь вот не будет закрываться мемори проволока или тросик. Здесь можно бусины поставить внутри, чтобы было красивее намного.
Такой красивый бейлик. Так, ну и следующее покажу уже в бронзе. Под бронзу, что я выбрала в этот раз. Это проставочные бусины. Под античное, то ли золото, то ли бронза. Такой цвет непонятный. Было, может быть, золото, а покрыли, когда чем-то покрыли. И цвет изменился. Ближе к бронзе стали бусинки. Написано, что бронза, но не могу утверждать, потому что вот с краю, где отверстие, более-менее такой золотого цвета идет. Ну а здесь уже вся бусина с каким-то покрытием идет. Цвет не пойми какой, но интересный. И такая фактурная поверхность, не гладкая. Бусинки 4 миллиметра. Интересные. Можно поставить такие бусинки, наверное, и с медной фурнитурой, и с античным золотом. Я думаю, тоже подойдут. Вот такая интересная деталька. Посмотрите, сколько их. 20 штук идет в комплекте. Интересная. Мне очень понравилась. Можно использовать и в украшения поставить. Здесь есть петелька, здесь отверстие. И пришить в кулон можно. Где-нибудь вышивку применить. Универсальная такая деталька. Можно с ней что угодно придумать. Так как здесь отверстий много. И с цепочкой можно тоже. Здесь двухрядное можно прикрепить украшение, да? Двухрядные бусики. Здесь цепочку. Тоненькие такие, но они не гнутся. Металл плотный. Вот такие интересные. Были под золото. Вот, посмотрите, сколько их много. Понравились мне. Красивые. Колечки, ну, очень красивые. Ажурные такие. Я, когда их выбирала, я, конечно, не посмотрела, что это не металлические. Хотя там не было написано, что это пластик. В описании написано, что это латунь античная. Но я думала, это будет металл. Но сначала я расстроилась, когда они пришли. Но потом уже я их рассмотрела поближе. Они легкие, да. Ну, потом я подумала, что расстраиваться-то. Посмотрите, они какие красивые. Можно их применить много где. Между бусин можно поставить несколько таких колечек. Цепочку, я думаю, как крепление лучше не ставить, потому что могут, наверное, они треснуть, поломаться, так как это не металл. В комплекте идет 20 таких бусин. Это, по-моему, было написано, что это для волос, когда дреды крутят и такие проставляют бусинки в волосы. Ну и размер такого колечка 15 миллиметров. Ну, давайте ее поломаем. Я думаю, если ее поломать, она еще и плотная. Сейчас я возьму плоскогубцы и поломаю. Посмотреть хочется, что там внутри. Вот. Руками я не смогла поломать. Что это? Ну да, это пластик. Черный пластик, а сверху идет покрытие такое под бронзу. Зато у них рисунок очень красивый. Четко проработано. Но все равно можно их куда-нибудь применить. Главное, чтобы наша фантазия работала и был материал. Ну и мы же можем все сотворить, что угодно. Согласитесь со мной. Вот такая у меня сегодня была интересная распаковочка. Напишите, что вам понравилось. Мне очень интересно ваше мнение. Буду ждать комментариев. И все ссылки я оставлю под видео. Заходите, смотрите, потому что сейчас такая небольшая распродажа на сайте AliExpress. Может быть, что-то подберете для себя.
Поставьте мне пальчики, мне будет очень приятно. Ну а кто не подписался, подписывайтесь. Много интересного впереди. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!